Всем привет, господа, на моем канале. Сегодня очередной обзор для любителей что-то мастерить, пилить. В общем, мечта столяра, как говорится. Получено две коробочки, видите, на заднем плане, макитовские. Макита — это моя любимая фирма. Много инструмента у меня по Маките. В общем, приобрел я торцовочную пилу Макита, ну и, естественно, столик к ней. Сегодня мы будем распаковывать, ну и смотреть, как это дело выглядит. Попробуем попилить. Ну и так, главный фигурант, конечно, торцовочная пила Макита. Вот она в такой коробочке. Модель вы видите, LH1201 FL с лазерным наведением. Ну и к нему вот такой столик. К ней, что-то я к мужскому роду. Стол торцовочной пилы. Вот так он выглядит в коробочке. Модель вот. Достаточно тяжелые вещи. Скажем, торцовочный стол. Сколько он там был? По-моему, 27 килограмм. Торцовочная пила, я посмотрел в инструкции, вроде как 27, но, когда выгружал с машины, она реально тяжелая. Такое ощущение, что она тяжелее торцовочного стола. Но, может быть, чисто из-за упаковки, то, что она большая упаковка, неудобно брать, но реально тяжелая. Не знаю, почему в инструкции написано 20 килограмм всего лишь. Так. Я думаю, начнем со столика. Будет обзор по столику, потому что куда-то его торцовочную пилу все-таки надо ставить. Итак, обзор торцовочного стола, вернее, стола для торцовочной пилы. Не пьяный, а язык заплетается. Makita WS D05. Очень распространенный столик, пользуется всеобщей любовью у столяров, которые используют Макиту в виде торцовочной пилы. Итак, начнем. Заранее извиняюсь за звук. Ветер реально сильный, деревья в саду шумят. Но если будет плохой звук, при монтаже я увижу, услышу, то я надиктую, через микрофон с компьютера. Так, берем ножик и вскрываем коробку со столом. Так, инструкция довольно худенькая. Great Britain, потом еще какой-то, еще какой-то. Очень русского нет. Посмотрим картиночки, как собирать. Картиночки присутствуют, да, вот в таком виде. Английский есть, разберусь. Французский, испанский. Понятное дело, будем читать английский. Я по-английски нормально. Так, что у нас тут? Тут у нас башмаки. В народе колеса. Опс, уже падает все.
втулочка металлическая. Второе колесико. Металлическая втулочка упала и закатилась. Так, есть. Так, поправим камеру. Ну, у нас тут еще есть. Так, это... Еще одна коробочка. Ну, это стоит, я так понимаю, там. Надо вытряхивать. Это не хочет выходить. Так, это лишнее. Ну и сам столик. Оба-на, заработался. Стоять. Как бы больше ничего нет. Коробочку убираем. Тоже ничего нет. С чего-то надо начать, господа. Обратимся мы к мануалу. Так, рисунок номер 1. Надо собрать самое первое. Это вот это. Так. Я нифига не вижу свет. Так, вот это. Туда, где будет крепиться сама пила. Салазки, скажем так, я думаю, называется. Так, начнем. Я думаю, надо сначала прикрутить колесики, чтобы стол как стоял. Дальше будем думать. Поэтому переворачиваем. Хотя бы на бок. Вставляем колеса. Как непонятно. Я думаю, с помощью вот этих пилот. Сейчас я почитаю немножко инструкцию, чтобы не крутить видео бесполезно. Продолжим. В комплекте вот есть вот такие трубочка и, как она называется, втулка длинная, в принципе. На конце вот такой быстрозажимной механизм, на другом конце гаечка под 13. На все это дело крепятся колесики со втулочкой. Я так человек технический, поэтому предпочитаю всякие движущие части смазывать. Возьму солидол.
Так, задача. Открутить гаечку, ставить вот эту полноценную втулку длинную вот сюда. Предварительно из комплекта взял одну втулочку для колеса. Ну и смазываем внутри солидольчиком. Есть. Отбиваем втулку. Да. Смазываем уже снаружи, на которое пойдет колесико. Тряпочку-то я и не взял. Сейчас я ее принесу. Так, тряпочка есть. Одеваем наше колесико на втулочку. Ну и вставляем ручки вытереть. Так, можно вверх ногами. И вам смотреть, и мне. Так, с одной стороны есть. С другой стороны так же самое подмазать. Солидольчиком. Кашу маслом не испортишь. Я понимаю, что он как бы постоянно крутиться не будет, то есть износ не будет мощного. Но тем не менее, все-таки что-то будет крутиться. Ну и хотелось бы, чтобы крутилось хорошо, не застревало. Так, смазал. Одеваем втулочку. Такую же, как и с той стороны. Сверху то же самое, слегка промазываем. Слегка, это громко сказано. Довольно жирненько помазал. Одеваем колесико. Колесо такое, пластиковое, в принципе, да. Ну и сверху резина. Даже не резина, а полупластик. Достаточно твердый. Одеваем. Есть. Закручиваем гайку. Гайка такая тут с пластиковой вставочкой, то есть противооткручивающаяся. Размер 13, М13. Так, ключик. Ну и ветер, даже не знаю, слышите вы что-нибудь или нет. Затягиваем. Так, без фанатизма, в принципе. Потому что с другой стороны, сейчас покажу. С другой стороны у нас вот такой зажимной механизм. В принципе, его надо будет просто опустить. Так,
затягивается. А нет, гайка-то до конца. Вообще как-то странно. Сейчас посмотрим инструкцию. А нифига, что-то неправильно, потому что колесо-то сползает. Нашел такой пакетик. 4 шайбы. Я так понимаю, сюда. Потому что в инструкции вообще нифига. Самое интересное, 3 шайбы одного диаметра, 4-я чуть больше. Ну и внутри, соответственно, тоже 3 шайбы, которые одинаковые. Диаметр больше, у 4-й меньше. Гребаные китайцы. Хотя, блин, на упаковке написано, что Бельгия. Сейчас попробуем. А, втулка не выходит, только колесо вылезает отсюда. Ну, открутил им опять. Хорошо не затянул. Так. Открутим. Попробуем шайбочки воткнуть куда-нибудь. Ну, наверное, да, так и будет. На колесами. То есть стопорят как бы эти самые втулки черные металлические. Вот эти вот, на которых колеса сидят. Посмотрим. Вынимаем все это дело опять. С одной стороны шайбочка, с другой стороны шайбочка. Они как бы прилипают, потому что у меня солидолом смазано. Вставляем втулку полноценную. Ну и опять сюда. Есть. Вышла. Так и здесь так и две шайбочки. Так, я понял. 3 шайбочки, ну, внутренний самый, как его, диаметр больше, у 4-й вот поменьше. 2 шайбочки с большим диаметром вот сюда. Где тут моя камера? Там, где шпингалет вот этот самый затягивающийся. 3-ю с большим диаметром вставляем сюда. Вставляем трубочку для колеса металлическую. Одеваем наше колесико на трубочку. И шайбочку с маленьким диаметром уже снаружи. Сейчас покажу. Лапки вытереть от солидола. Вот шайбочку с маленьким диаметром вот сюда, на эту резьбу. И потом затягиваем гайкой. Вот она шайбочка. Затягиваем гайкой. Так. Вот так он будет виднее. Вбиваем шайбочку туда. Затягиваем гаечки. Вот. Теперь колеса не болтаются и не вылезают. Ставим шпингалет
Вот он. Вот так горизонтально затягиваем слегка гаечку. Ну вот и все. И опускаем шпингалет. Если не опускается, значит сильно затянули. Слегка отпускаем гаечку. Так, я затягиваю еще больше. Ну вот, шпингалет опустился. Все, колеса есть. Теперь здесь еще такая перекладинка есть. Сейчас мы ее ставим. Вот так она выглядит. Вставляется она, если вот столик вот так вверх ногами, то вот здесь. Так, тут тоже отверстия разные. Надо разобраться, какие к чему. Здесь маленькие, с другой стороны большие. Ну ставить, не перепутать нереально. Здесь вот тоже. Здесь большие отверстия, снизу маленькие. То есть так и вставляем. Ну и в комплекте вот такой пакетик идет. Что у нас тут в пакетике хорошего положили бельгийские товарищи. Как легко тут все закручено. Опс. Авария. Так, два болтика. С гаечками на 13, насколько я вижу. Ну и под шестигранник. Шестигранник, скорее всего, пятерочка, если не шестерочка. Так. Все хорошо, конечно. Только как это прикрутить без шайбочек? Шайбочки-то пошли на колеса. Так, немножко разобрался. Короче, сейчас покажу поближе. Вот вы видите, отверстия большие. С другой стороны поменьше. Берем болтик. И вот этой стороной, где вставляется шестигранник, он должен быть внутри. Гаечка должна быть снаружи, с той стороны. Ну и закручиваем это дело. В принципе, нет. Хотя да. Вот. Вот так выглядит это дело крепежное. Здесь большое отверстие, с той стороны маленькое. Вот там видно просвечивает. Болт с гайкой вставляем. Вот так опускаем. Ну, гайку откручиваем и опускаем туда, чтобы шестигранником вот здесь большим отверстие крутить. Гайка будет с той стороны. И тогда все это дело придет в норму. Так, шестигранник под шестерочку. 6 миллиметров. Так, закручиваем. Берем гаечку, откручиваем. Намазываем слегка солидолом резьбу. Ну, люблю я смазку. Опускаем туда посадочное место. И он потерялся. Благо, отверстие не глухое. Проще вот так вот. А нет, не проще. Проще, конечно, уже ставить на ключ. Вот так. И туда его. Ушел. Так, вживляем гаечку.
Тем же макаром следующее. Слегка промазываем, потому что будет использоваться у меня не только, что у меня там, блин, невезуха полная, провалилась бита. Опять вынимать. Стол будет использоваться не только в помещении, у меня не столярная мастерская, а в основном даже на улице. Поэтому влага, сырость, резьба будет ржаветь, поэтому лучше это дело смазать. Так, вторая попытка. Вставляем биту, наживляем болтик. Есть. Наживляем гаечку. Есть. Закрутить надо эту мышь. И ключик на 13 надо руками, то я никак. Ключик на 13. Поехали. Главное битву опять не потерять там, чтобы не провалилась. Да ё-моё, что со мной сегодня? Так, ключик на 13. Без фанатизма затягиваем, потому что тут как бы таких усилий-то и не будет. Все, главное вынуть биту, чтобы она там не провалилась. То придется воротить столик-то. Вынул. Следующее. Надо, конечно, было использовать магнитную держалку. Было бы лучше, чтобы не искать биту. Так, есть. Ключик. Фиксируем. Затягиваем без фанатизма. Есть. Ну вот биту-то выходи. Руки масляные. Оп, достал. Все хорошо. Следующий этап. Следующий этап еще вот здесь прикручиваются еще одни ножки. Получаем расширение вот так вот немножко. Вот такие вещи в комплекте идут. Их надо присобачить. Видите, ножки. Итак, господа,
Вот сюда нужно прикрутить вот эти два упора, ну, скажем так, ножки. Ставить вот эту трубочку с помощью вот этого пакетика. В инструкции без бутылки не поймешь. Заранее советую купить бутылку, желательно побольше. Там ни хрена не понять методом тыка. Благо у вас есть мое видео, где я методом проб и ошибок все это соберу. Вы, посмотрев его, соберете все это дело, как говорится, на ура. Даже без бутылки. Но купить все равно рекомендую. Можно пиво. Итак, начнем. Это дело будет у нас... Как оно будет у нас? То ли так? Да, это снаружи. А фиг его знает. Как это у нас будет вовнутрь колесом. Ага. Вот. Это дело вот так прикручивается. Да. Сейчас покажу. Главное, столик вверх ногами. Берем мы вот эту ножку и подставляем. Вот видите, два отверстия. Ну и здесь трубка посередине. Вот она. Здесь то же самое. Вот трубка, она немножко выступает. Видно, да? Так, видно. Вот она вот туда внутрь. Эти два отверстия скручиваются болтами. То есть подставляем вот так. То есть как бы продолжение вот этой ноги. И вот эта пластиковая... Блин, я даже не знаю, как это назвать. Короче, она смотрит в сторону колес. Вот сюда. То есть не другую, не вот эту вот, где она. Вот. Не вот эту. Видите, вы ее даже не поставите. То есть отверстия не совпадают. Вот. Ну да, перепутать нереально. С той стороны тоже нереально. В общем, не перепутаете. Вставляете сюда. Но вот здесь, вот в это отверстие, вот эта трубочка. Посадочное место туда. Типа туда. Вот. Все это дело прикручивается вот этими девайсами, которые есть в пакетике. Начнем. Погнали. Так, что у нас тут? Болтики вот такие. Так, где у меня камера? Как всегда, под шестигранник. Сейчас я посмотрю, какого размера. Болтик под 5 размер. Под вот этот шестигранничек. Так, начнем. Болтик под шестигранник, под пятерочку. И пошли собирать. Одну сторону, в принципе, можно прикрутить, я так полагаю. Сверху вставляется, я так понимаю, пластина вот такая. Не сверху, блин, а сбоку. Тут много заранее смазать. Я обычно делаю, люблю. Так, слегка. Тут есть шайбочки. Их 4 штучки. Ну, само собой, так как гайка есть, шайбочку туда не надо. Шайбочку одеваем на болтик. Дальше одеваем пластинку на болтик. Накладываем ножку, вставляем болтик туда в отверстие. Есть контакт. Контрим гаечкой с другой стороны. По крайней мере, хотя бы чуть-чуть здесь.
Следующий болтик намазать слегка. Есть. Шайбочку на болтик. Мы вставляем пластину и в отверстие. Вышел. Контрим гаечкой. Гаечки с этими с пластиковыми вставками не откручивающиеся. Так, тут у нас в принципе болтик. Вернее, ключ на 10. Ну и затягиваем шестигранником. Одну сторону затягиваем, вторую потом надо будет немножко присобачить, как говорится. Потому что нужно вставить трубочку будет между этими ножками. Ну вот затягиваем, без фанатизма, но затягиваем. Есть. Вторая. Ветер, конечно, ужасный. Не знаю, что там микрофон идет. Хоть и стоит этот самый поролончик на микрофоне. Я так думаю, по ощущениям, метров 15 в секунду. Если бы деревья были лысые, как бы шума и не было, а так листья шумят. Погода жесть. Так, есть одна нога. Вторая ножка. Так, смазываем болтик заранее. Есть. Есть. Ножка. Ножка. Ну и заодно трубочку сразу вставляем. Нифига себе, я вставил трубочку-то. А, ну вот, да. Вот так. Оп. Стала. Так, мне надо на ту сторону. Как-то. А может и нет. Не мешал бы второй человек. Сейчас я отрублюсь. Сначала шайбочки на болтик одену. Пластиночку на болтик. Хотя бы на один. Так, ключик пока не надо. Передислоцировались. Вставляем трубку. Вставляем ногу. Вот она. Вставляем болтик. Есть. И слегка наживляем гаечкой контрим. Все, никуда он не денется. С подводной лодки почти не делся. Требую второй болтик. Ага, болтик-то я не так вставил. Ёкарные бабайки. Вынимаем.
Ну, давай уже, вылезай ты, ё-моё. Что ж ты там? Вот так будет правильно. Зашел. Второй болтик, чтобы не болтался. Зашел. Контрим. Руки в солидоле пробуксовывают. Так, одна есть, вторая. Одна есть. Так, затянуть. Ну вот трещоточку зацепить было бы удобнее. Ну вот, как бы без фанатизма затягиваем, потому что я думаю, тут металл-то не особо хороший, хоть и трубчатая система, один черт сплющит, и усилий-то не надо. Одно мне непонятно, вот это вот нифига. Ну ладно, раз есть, так есть. Не знаю, как вы, господа, а у меня тут еще хочется еще что-то сделать. Короче, тут есть этот самый, сейчас покажу поближе. Так, сейчас мы вернемся к вопросу. Так, вот это дело так выглядит. Прикручено здесь втулка. Вот как бы ножки расходятся. Пластина внешняя с двумя болтами под шестигранник пятерочку. С той стороны гаечки. Так, что я хотел? Я хотел, в принципе, вот тут есть такой поршенек, так называемый амортизатор. Можно вот эту направляющую смазать тоже немножко. И сам столик. Он бегает тут по этой направляющей. Я уже тут смотрю. Красочка-то, блин, у бельгийцев так себе. Тут даже, блин, у меня вот есть такое. Блин, он, видимо, серебрянкой был покрыт или был серебристый. То есть зеленая краска-то как-то, блин, мяли. Вот видите, блин, не покрашен полностью, сволочь-то. Ну и тут как бы черный тоже слетает. Если будет еще двигаться, еще слетит. Предлагаю помазать это дело. Многие, наверное, скажут лишнее. Но, блин, не знает. Может и не лишнее. В общем, все, нижняя часть собрана. Вот вы видите, колесо зафиксировано шпингалетом. Не болтается, крутится. В принципе, оно и не должно сильно крутиться. Ну, в смысле, крутится и ладно. Хотя можно было гаечку отпустить. Ну, нормально. Так, переворачиваем. Так, господа, стол перевернут. Инструкция, конечно, бедная, поэтому скажу сразу. Ну, я думаю так. Вот я и не профи, и первый раз с этим столом. Вот эти вот направляющие, я думаю, они для того и придуманы, чтобы, например, у вас стол стоит стационарно, и их можно прикрутить к полу. Не зря здесь отверстия. Вот эти упоры, они, в принципе, откручиваются. Ну вот.
Ну и регулируется, то есть можно прижать к полу. То есть будет более устойчив. Хотя здесь на конце такие пластиковые, в принципе, вставочки. Ну и на колесах все будет стоять. Куда он не ездит. Хотя хер его знает. Там видно будет в процессе эксплуатации. Может быть и стоит будет откручивать и более дополнительный упор делать. Итак, вот столик. Сверху у нас тут какая-то небольшая инструкция с картиночками. Какие-то цифры интересные на желтом фоне. 1, 2, 3, 4, 5 типа. О, максимум 100 килограмм. Это радует. Ну, картиночки. Как опустить, как поднять. т.п. и т.д. На чем у нас там? Ну, варнинг на английском. Там еще что-то такое. Там, на китайском и так далее. Больше ничего нет. Так. Ну что, поехали дальше собирать. В комплекте вот такие две вещи, на которые становится пила. Ну и традиционный пакетик с девайсами. Даже ключик есть. Можно будет кому-то подарить. Так, судя по размерам, десятка на одном конце, на другом 13. Без обозначений, само собой. Я просто на глаз. О, таких ключей-то нету. Ну да, я же использовал для скручивания. Ну вы помните, отмотав видео можно вперед чуть-чуть. На 13 была гаечка. И на 10. То есть ключики я использовал. Ну и самой собой шестигранники. Я как бы использовал свой инструмент, а тут шестерочка и пятерочка. Ну, начнем. Так, господа, надо установить вот такие держатели для пилы. Они одинаковые, в принципе. Вот это вот пластиковые вещи, они вставляются вот здесь. Сейчас покажу поближе. Вот вы видите расширение в столе с одной и с другой стороны. Вот этими пластиковыми вещами туда. Вот. И все, и поехали по салазкам. Вот. Все, она там стоит. То же самое это. Туда ее направляющие. Все, поехали. Так. Вот эти отверстия, они к краю стола. К центру вот эти пропилы. Все, она, в принципе, салазка стоит, но как бы шевелится. Чтобы не шевелилась, вы регулируете ширину своей пилы, устанавливаете и затягиваете, контрите гаечкой. Потому что, в принципе, вам больше и не понадобится регулировка. Ну, разве что пилы будете менять там какие-нибудь. То есть один раз поставили, и все. Здесь контрится гаечкой, а здесь вот такой самозатягивающейся вещью. Тоже вот раз, она, в принципе, затянулась. Все. То есть, поставив пилу, можно, в принципе, поставить пилу, подконтрить пластиковой самозатягивающейся ручкой, она уже никуда не шевелится. И потом законтрить эту гаечку, потому что слегка будет болтаться. Вот как бы все. Так, что делать вот с этими девайсами пакетики, я вообще не в теме. По инструкции вообще нифига. Тут 4 болтика. Сейчас покажу. Вот такие. Под 13-ю гайку, под 13-й ключ. Что там еще у нас? Шайбочка. 4.
Нет, не шайбочка, эти как противооткручивающие, как я не помню, где называется. И шайбочки тоже 4 штуки. Ну и гайки, само собой, по 13 ключ. Куда это? Турдом, короче. Каши не могу вам сказать. Так, немножко складывания. Здесь есть ручка такая хромированная. Ее, в принципе, оттягиваете. Снимаем стопор. Ставим ногу вниз на вот эту вот перекладинку. Чуть-чуть от себя натягиваем на себя и опускаем вниз. Столик сложился. Можно за колесики катать. Достаточно тяжелый, все-таки 27 килограмм. Плюс пила будет 20, 21, там 27. Что у нас там получаем? Почти под полтинник. Вот так. Ну и раскладываем также. Вот поближе. Вот эту металлическую вещь нажимаем и на себя оттягиваем как бы ручку. И тогда вниз даем, и он складывается. Чтобы разложить, нужно также подтянуть хромированную П-образную стопор, как говорится. И еще вот здесь есть снизу, вот его тоже нужно растопорить, потому что он как бы сложен, и чтобы сам не разложился. Вот ее второй рукой оттягиваем вот это вот, и столик поднимается. Продемонстрирую. Все, есть. Цифра 1, 2, 3 на желтой полосе — это, в принципе, высота столика. Сейчас на третьей позиции. Ну вот как бы нажимаем, ставим ногу на себя немножко, пошел вниз. И вот стопор, вот он там, с третьей позиции пошел на вторую. Можно остановить на вторую, если отпустить ручку. Все, зафиксировался. Все, ниже не идет. Так же самое на первую позицию можно перейти. Ну, продолжим складывать. Все, сложился. Вот этот стопор зафиксировал, то есть столик не раскладывается. Если его отпустить, естественно, можно разложить опять двумя руками, естественно. Ну, я попробую ногой. Поднимаем. И все, наверх пошел. Так, третья позиция. Есть. Все. Стоит. Сейчас посмотрим, как он в ширину раскладывается. В принципе, 2 метра 700, 2 метра 70 сантиметров упоры должны быть. То есть доску трехметровую, а то и больше без проблем можно положить, блин, и пилить. Так, погнали. Тут у нас есть барашек такой. Раз. Вот, поехали. Больше не вытащить, там упор. Барашек закручиваем. И, соответственно, чтобы не падало, здесь у нас тоже есть два барашка. Так. Дело работает. Есть нога. Так, вот, в принципе, барашек открутили, выдвинули на всю длину, которую вам надо, можно на всю выдвинуть. Здесь вот тоже откручивается это дело и выкручивается нога упорная. Здесь есть вот такой штифт. Его на себя, ну, как бы такой, самый с рисками. На себя, и нога вниз уходит. Все, встал. Высоту можно регулировать вот этими вот барашками.
Упор здесь то же самое, барашками. То есть можно переть доску. Вот. Ну и соответственно, если вам нужно какой-то определенной длины распилить доску, то поставив туда пилу рулеткой и сделав размер вот этой выдвижной штанги, которую нужно, то есть барашками, где она там, вот этим сдвинуть как нужно, и пилите, например, ну скажем, 1,50 м там, или еще как. То есть упираете доску сюда и погнали. Так, следующее. Другая сторона. Другая сторона то же самое. Откручиваем барашек и выдвигаем до конца. Закручиваем. Есть. Так, камера мешается. Так, откручиваем барашки, выдвигаем ноги, закручиваем барашки. До конца их выдвинем. Да. Нижняя до конца, верхняя тоже до конца. Оттягиваем штифт на себя. Оп, нога вниз пошла. Поворачиваем упор. Все, стала нога. Сейчас он как бы вот выглядит вот так. С одной стороны упор, с другой стороны ролик. То есть доску легко двигать. 2700. Вот такой распиловочный столик для торцовочной пилы Makita. Ну, не обязательно для этой модели, для которой я купил, для любых других торцовочных пил Makita. Ну, может быть, и для других моделей, там, DeWalt или еще чего-то тоже подойдет. На этом, господа, все. Инструкция по распаковке и сборке распиловочного столика для Makita у вас есть. Единственное, я так вот и не понял, для чего вот это делать. Как я уже говорил, 4 болтика, 4 шайбочки, 4 гаечки. Куда это дело? Может быть, кто напишет в комментариях, кто в теме уже имеет опыт с этим столиком. Все, всем пока.